Помимо отсылки к стычке между Хавкеем и Наташей в Будапеште, фильм не раз упоминает Мстителей как в целом, так и по отдельности. Например, Наташа не раз упоминает Тони Старка и, в принципе, о разладе в стане Мстителей. Они бы тебе объяснили, тому же Тони Старку. Ну, у нас сейчас небольшая размолвка. Елена несколько раз ссылается на Тора Бога Грома, а в конце фильма Наташа и вовсе намеревается воссоединить бывшую команду Мстителей. Сейчас разлад. Вытащу кое-кого из тюрьмы. Может, удастся всех помирить. Все эти отсылки в целом-то и не являются каким-то особым сюрпризом. Так как сюжет фильма определенно развивается в рамках киновселенной Марвел, то он наверняка должен упоминать и других супергероев и минувшие события. Ну, поэтому здесь 5 супергероев из 10 максимум. Да где тут Терминатор и где Черная Вдова? Вероятно, воскликните вы, но тем не менее, некоторые фанаты считают, что постановка сцены погони Таскмастера и музыкальное сопровождение неожиданно отдает честь знаменитой сцене погони Т-1000 за Джоном Коннором и Терминатором по улицам города. Нет, ну типа и там двое улепетывают на байке от машины убийцы, и тут. И там Т-1000 водит огромный грузовик, которому все нипочем. А тут боевая машина пехоты, которая также рассекает поток автотранспорта, как горячий нож. Масло, да и музыкальное сопровождение. Вы только вслушайтесь. Оно же практически одинаковое. Нет, ну мне, конечно, медведь знатно по ушам потоптался, но лично я никакой примечательной схожести здесь, совсем не замечаю. Да и в принципе музыкальное сопровождение для схожих экшн-сцен ожидаемо будет также схожим. Поэтому мне эта отсылка кажется, просто ужасно притянутой за уши. Здесь максимум 2 Терминатора из 10. Ты ничего не сказала о дочери Дрейкова. Ты убила ее. Пришлось. Она привела меня к Дрейкову. Она просто оказалась тогда там рядом. Взрывайте. Фанаты киновселенной считают, что откровение Наташи о том, что она практически убила дочь Дрейкова, отсылает нас к моменту в одном из предыдущих фильмов «Мстителей», где заключенный Локи вопрошает Наташу о грехах ее прошлого. Далее Локи указывает на то, что некоторые записи в послужном списке Наташи вряд ли вообще можно было бы искупить, очевидно намекая именно на убийство дочери Дрейкова. Как ты расплатишься за столь большой долг? Дочь Дрейкова. Сан-Пауло. Пожар в больнице. Алексей, красный защитник, также указывает на кровавое прошлое своих дочерей. Правда, он находит повод гордиться длинной вереницей трупов в их послужном списке. Вы обе убили столько людей. У вас обеих такой длинный и кровавый послужной список. И я так горжусь вами. Связь между фрагментами явно прослеживается, даже исходя чисто из контекста. Да и убийство ни в чем не повинного ребенка проходит красной линией через всю карьеру Наташи в качестве одного из Мстителей. Момент определенно занятный, но складывается впечатление, что создатели фильма намеренно концентрируют внимание на этом самом моменте. Поэтому отсылкой его назвать сложно, просто сюжет из прошлого. 7 смертных грехов из 10. В каком это было году? Не помню, в 83-м или 4-м. Забыл. В то время Капитан Америка был заморожен во льду. Хочешь назвать меня лжецом, Урса? Лично мне крайне зашла следующая отсылка. В сцене знакомства с уже возмужавшим Алексеем нам показывают его соревнующимся в армрестлинге и травящим байки из своей уже прошлой жизни. Так вот, одного из противников Алексея, который еще усомнился в правдивости его рассказа, он называет Урса Великий Медведь.
Это прямая отсылка на одного из забытых супергероев вселенной Марвел. Ну, как супергероев? Урса — суперсолдат Советского Союза, а мы с вами прекрасно помним, что все, что из Советского Союза, равно плохо. Урса впервые появляется в выпуске «Невероятный Халк» номер 258 от апреля 1981 года. Он обладает сверхчеловеческой скоростью, силой, его шкура практически неуязвима против многих типов оружия. Ну и да, он же русский, соответственно, обязательно умеет обращаться в самого настоящего, взаправдышного медведя. Ну, хорошо, хоть не в ядерную боеголовку. И чудится мне, что Marvel просто обязаны подать в суд на создателей российских защитников. У них даже имена, созвучные. Кстати, появление Урсы делает уж совсем неуместным хвастовство Алексея о том, что он якобы первый и единственный советский суперсолдат. Я был первым и единственным суперсолдатом Советов. Я мог стать популярнее Капитана Америки. Так как первым по праву является майор Урса. И их как бы уже, двое, поэтому далеко не единственным. В целом мне очень понравился персонаж Урсы из комиксов. И тот факт, что его упомянули в киновселенной Marvel, наводит на мысль о дальнейшем появлении персонажа в будущих фильмах. Тут 9 супермедведей из 10. И еще одна отсылка к советской команде «Суперсолдат». Теперь это «Красный Динамо». Тебе интересно только вспоминать свои славные деньки в качестве красного Динамо, а я про них слушать не хочу. Я Красный Страж. Уходи. «Красный Динамо» впервые появился в комиксе номер 46 под названием «Тревожные истории». В фильме же Елена называет Алексея Красным Динамо, что даже немного обижает первого. Красный Динамо еще один и еще более ранний советский суперсолдат, ну и, конечно, суперзлодей по совместительству, состоявший какое-то время с майором Урсой и Алексеем Красным Защитником в одной организации. В целом, по набору характеристик его можно даже назвать советским аналогом Железного Человека, коим противником он в основном и являлся на протяжении серии комиксов, но впоследствии, так же как и Наташа, сбежал в США и стал заклятым другом Тони Старка. Да и по большей части Красный Динамо — это костюм, а вот пилоты в нем периодически менялись. Всего коих было около 12, начиная с Антона Ванко, типичная русская фамилия, и заканчивая Галиной Немировски. Забавный факт: есть среди пилотов такие персонажи, как, например, Борис Вадим и Алекс Невский. Вот так вот. 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 Так вот в чем секрет Невского. И опять хорошая отсылка к забытой ныне команде советских супергероев. Ну или злодеев, это смотря с какой стороны посмотреть. Поэтому 9 Ванко из 10. В одной из сцен фильма нам демонстрируют богатые на татуировки тело Алексея. И самое интересное, что часть из них также ссылается на советский бэкграунд Алексея, а часть несет скрытый тюремный смысл. Самыми заметными из них являются изображения Энгельса и Маркса на костяшках пальцев, к которым Алексей питает недюжую любовь, а также российский герб на груди. В оригинальном комиксе российский герб также был выгравирован на щите Красного Защитника. Среди других татуировок можно отметить, например, сокола, являющегося символом власти. Часть татуировки на груди вовсе копирует татуировки, описанные Аркадием Бронниковым в его книге «Материалы российской уголовной полиции по татуировкам. Том 1». Так башни в гербе применяются к преступникам как минимум с 3 судимостями, а глаза означают и вовсе, что владелец всегда начеку. Забавно, но в книге Аркадия Бронникова глаза на груди расшифровываются, совсем по-другому. Это, конечно, очень хорошо, что создатели фильма заморочились и выяснили смысл тюремных наколок, но сам я к АУЕ-культуре отношусь просто крайне негативно, поэтому здесь максимум 5 субъективных гербов из 10. В каком это было году?
Не помню, в 83-м или 4-м. Забыл. В то время Капитан Америка был заморожен во льду. В действительности Урса был прав, когда уличил красного защитника Алексея во вранье. Так как, собственно, Капитан Америка и Красный Защитник существовали в совершенно разные временные отрезки и не могли сойтись в честном поединке. Тем не менее, Алексей просто одержим, и хочу акцентировать, честным поединком с Капитаном Америка, что отсылает нас к имевшему место быть в 44-м номере «Мстителей» сражению, где Капитан Америка почти одержал победу над Защитником, но был сражен подлым ударом полковника Линга, тогдашнего действующего командира Алексея Красного Защитника. К слову, Алексей воспринял такую победу как оскорбление своего личного достоинства и помог даже второму сбежать из советского заключения, пожертвовав ради этого своей жизнью. И, видимо, теперь Алексей просто жаждет настоящего честного реванша. Опять же, отсылка к оригинальному комиксу и забытым героям очень радует глаз. 8 полковников из 10. Программа «Зимний солдат» преследовала сразу несколько целей, одной из которых была возможность перепрошивки сознания солдата с целью полного контроля над его действиями. Собственно, после участия в этой программе Баки Барнс и стал советским зимним солдатом. Напомню, Баки Барнс, также известный как просто Баки, был напарником Капитана Америка вплоть до 1945 года, в котором он предположительно погиб в результате взрыва. На самом же деле, после взрыва его еле живого подобрала советская подлодка, и впоследствии Баки был использован как носитель для программы «Зимний солдат». Мы проникли в Северный институт в Огайо. Он был прикрытием для ученых щита. Точнее, на тот момент там хозяйничала Гидра. Параллельно с проектом «Зимний солдат» они разобрали и деконструировали человеческий мозг, чтобы создать... В фильме Мелина говорит, что информация, украденная Алексеем, базировалась на результатах советской программы «Зимний солдат», что косвенно, по мнению фанатов вселенной, может намекать на некоторые связи между Институтом Норта и организацией Гидра, ну и, конечно, Советским Союзом. Тот факт, что Советский Союз имел прямое отношение к деятельности организации Гидра, не раз подтверждалось в комиксах. А вот делился ли Институт Норта информацией с организацией Гидра, это еще большой вопрос. Так как, опять же, согласно вселенной комиксов, многие сотрудники Института Норта были двойными агентами организации Гидра и могли элементарно просто-напросто выкрасть информацию для использования в проекте «Зимний солдат». В свою очередь, «Зимний солдат» базировался на данных проекта Капитана Америка. По итогу получается хаотичное переплетение данных, имевших место быть в обеих организациях и проектах. И найти оригинальные источники какой-либо информации становится практически невозможно. Так что единственное, что может подтверждать связь между проектами «Зимний солдат» и информацией, полученной Алексеем, так это то, что организация «Щит» и Гидра активно и, скорее всего, взаимно шпионили друг за другом. Сама заметка достаточно интересна. Шпионские игры никогда никого не оставят безразличными, но сделанные выводы далеко не самые очевидные. 7 двойных агентов из 10.